Вот такие мои нетрадиционные галушки, суп я сегодня сделал. Посмотрите, какая прелесть, какие краски здесь. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я хотел бы вам показать, как я буду делать очень такой традиционный деревенский суп галушек. У меня мама раньше очень часто делала, а я немножко от рецепта отступлю и добавлю туда овощей тоже. Это будет обалденно вкусно. Если кто-то раньше только не делал, посмотрите, может быть, я вам идею подкину сделать то же самое. А если вы такое раньше делали, посмотрите, может быть, я делаю немножко по-другому, чем вы. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, в первую очередь займемся приготовлением теста для галушек. Потому что очень хорошо, когда тесто вы сделаете, еще немножко, чтобы оно постояло, перед тем, как пользоваться. Все я добавляю на глаз. Я сегодня беру 3 яйца. Добавлю сюда немного молотого перца. Для вкусов, чтобы были вкусные галушки. Так. Немножко я подсолю. Я добавляю немножко молока, потому что я обратил внимание, если добавляете молоко, то галушки более пышные получаются. Совсем немножко я добавил молока. И сейчас я добавлю муку. Немножко и посмотрим, если надо, то еще добавим. И теперь все это мы сейчас или вручную взбиваете, или я пользуюсь миксером. Так, ложечкой проверим. Вот такое примерно будет. И теперь мы оставим это тесто, пускай тесто у нас отдыхает, а мы займемся овощами. Так, я взял кастрюлю, сейчас налью сюда пол-кастрюли воды. Вот так, примерно пол-кастрюли воды. Сюда я добавляю сейчас 1 кубик бульона. Я добавляю куриный бульон. И поставим это вариться. Как у нас закипит, мы добавим, у меня смесь замороженных овощей здесь. Так, теперь займемся зажаркой. Для зажарки я взял сало, у меня здесь такое. И сейчас я мелко порежу кубиками. Делаю мелкие-мелкие кубики. Так, здесь кожа, я ее пользоваться не буду, потому что она очень жесткая. Того сала, что я нарезал, это достал сюда. Сейчас я почищу 1 лук и порежем лук тоже. Это все для зажарки. И мы порежем лук тоже меленько сейчас. Так. И теперь все это пережарим. У меня сковородка нагрелась. Сейчас немножко это сало растопится, и тогда добавим сюда лук. Так, теперь можно добавлять лук. Пока это у нас жарится, я почищу картошку. Так, я почистил 4 картошки. Сейчас мы посмотрим, как у нас зажарка делает. Зажарка очень хорошо. Нам надо, чтобы такой золотистый цвет и румяный цвет лука появился. И на этом тогда зажарка и готова. Она даст очень хороший вкус нашему этому супу. Потому что в оригинале, когда моя мама когда-то делала, она научилась от бабушки, потому что бабушка сама была из Украины у нас. И оригинальный рецепт был просто горячая вода, зажарка и сами галушки. А так я уже стал один
экспериментировать, то я уже стал добавлять кубик бульона и овощей тоже. Это обалденно вкусно получается. Итак, пока у нас там жарко жарится, мы сейчас порежем кубиками картошку. Этот суп делается очень быстро. Но в то же время очень такой вкусный получается. Вот так. И, конечно же, не забываем помешивать нашу зажарку. Он начинает уже румяниться, но нам надо еще чуть-чуть довести, чтобы еще немножко прожарилось. Тогда оно будет даст лучший вкус туда супу. Итак, здесь у меня вода закипела. И сюда теперь мы добавим наши овощи. Сейчас я помешаю, чтобы там бульон, кубик бульона у нас разошелся хорошо. Так. Как я сказал, из овощей я буду пользоваться здесь замороженные овощи. Здесь и кукуруза, и морковка, и брокколи, и перец болгарский, и горох. И сюда же добавим нашу картошку сейчас. Будьте осторожны, потому что очень горячо все. Вот. Так, теперь накроем, пускай это немножко варится. Зажарка у нас хорошо румянится, пускай еще чуть-чуть доведем. Так. О, посмотрите, какая прелесть становится. Так, еще мы прожарим побольше. Это даст лучший вкус нашему супу. А в то время я решил порезать немножко укропчика тоже добавим в самом конце. Так, этого достаточно. И на маленькую тарелочку все это переложим. Не знаю, как вы, но я люблю везде зелень добавлять. О, еще минуточку дадим пожариться, и все. Посмотрите, какая прелесть. Итак, я теперь включаю газ под сковородкой. Этого достаточно. Посмотрите, как хорошо зарумянилось все. И теперь мы ждем, как у нас немножко суп покипит, картошка сварится, и тогда можно добавлять наши галушки туда в суп. И там в конце мы добавим нашу зажарку. Итак, суп у нас хорошо кипит, посмотрите. И я добавлю сюда в зернах перец теперь. Можете лавровый лист добавить, если хотите, но... И немножко я сейчас подсолю. Не забывайте, у нас уже куриный бульон сам по себе соленый. И пускай минут 5-10 так покипит. Итак, супец у нас красиво, хорошо здесь кипит. Сейчас попробуем наши вкусовые качества. Очень вкусно, обалденно получается, соли не надо. И теперь мы будем добавлять наши галушки. Лучше всего пользоваться мокрой ложечкой, тогда не прилипает. Некоторые делают тесто для галушек только мука, соль и яйца. А я обратил внимание, если вы добавите немножко молока тоже, тогда они более такие пышные, воздушные получаются. Вот и все. И теперь я накрою и дам пару минут покипеть, и тогда мы добавим нашу зажарку. Итак, о, посмотри, какие пышные получаются. И теперь мы добавляем нашу зажарку. Так, теперь накроем, пускай минут 5-10 покипит так.
Но такая прелесть получилась, честно говоря, что я очень доволен результатом. Как вы видите, добавление овощей, они придают еще какой аппетитный цвет этому супу. Итак, я с вами поделился еще одной идеей, как сделать суп. Или как сделать нетрадиционные галушки. Потому что традиционные галушки только вода, потом сами галушки и зажарка идет. А это не традиционные, потому что это добавил немножко овощей, бульончику, сделал много вкуснее. Я надеюсь, что это видео вам дало какую-то идею сделать то же самое. Я не знаю, как вы делаете галушки, но я всегда добавляю немножко молока тоже для пышности. Как вы видели в кастрюле или даже на тарелке, какие пышные галушки сами по себе становятся при помощи молока. На этой аппетитной ноте хотелось бы попрощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.